В бритье нахожу диалог, слышу шкурой свое настроение. Пеной белой взмахнул помазок от души, расплескав возрождение. И пускай обсуждения смахи, рассуждения двигают скользь. Кадыком чуя жизни овраги, прохожу по ним снова и вновь. Плавной линией вдоль подбородка мы проводим тревоги черту и размашисто хлопаем звонко, ощущая полет наяву. Растерев меж ладонями запах, широко раскрывая глаза и зажмурившись, падаю камнем, забываюсь на миг, как всегда. Александр Максимович Пушкин. Ранее из неопубликованного. Шутка. Это один из моих подписчиков написал. Зовут его Дмитрий. К сожалению, он попросил не раскрывать полностью его фамилию, имя, отчество. Имеет право, почему нет? Взрослый мужчина, знает, что делает. Но стихи, как понравились, ребята, прям вообще бомба. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о другом. У нас сегодня будет полностью японо-немецкий союз. В каком смысле? Решил взять маленький передых. Сегодня не будет косметики от девочек. Сегодня будет то, что мне подарили мои подписчики, за что им огромное спасибо. Это будет Веледа, автошейв и крем. И, конечно же, гвоздь сезона – это бритва Эрбе Золинген, которую любезно предоставила опасная бритва РФ. К сожалению, это последний образец от опасной бритвы РФ. Когда-нибудь что-нибудь еще будет, но пока ничего нет. И сегодня мы с вами испытаем эту бритву, ребят. Посмотрите на нее повнимательнее, как она выглядит поближе. Ребят, предлагаю, давайте, наверное, поставим точку в вопросе с ручкой от Дмитрия Тойкина. Я так и не понял, сколько она весит. Ну вот, теперь все ясно. 49,3 грамма. И раз уж пошла такая пьянка, давайте сразу же с вами взвесим и Эрбе Золинген, героя нашего сегодняшнего обзора. Вместе с ярлыком 78,1. Если ярлычок чуть-чуть приподнять, оказывается, целый грамм ярлык весит. 77,7. Хорошая цифра, значит и станок будет хороший. В статике он выглядит вот так вот. Давайте снимем ярлык и рассмотрим его поближе. Золинген Эрбе. Это Т-образный станок, бабочка. Внешне есть определенное сходство с жилет Slim 60-х годов. Но, конечно же, это не он. И здесь вот эта крутилка служит не для регулировки, как на слиме, а для открывания-закрывания. Такая приятная, рифленая. Даже не могу сказать, металл это или пластик. Крашеная или черный пластик такой. Но твердое ощущение. Я не удивился бы, если бы это оказалось, что это крашеный металл. Здесь колечко. Обработка, не вызывает каких-то отрицательных эмоций. Все блестит, все сверкает, ни сучка, ни задоринки. Магазин запирания и отпирания работает мягонько. Давайте уже поставим лезвие. Центрует достаточно информативно, неплохо. Вылет лезвия одинаковый с обоих сторон. Хотя, ребята, вот посмотрите, кажется или нет. Мне кажется, что вот с этой стороны вылет лезвия меньше, а с этой больше. Ну-ка, давайте проверим себя.
Да не, показалось. Показалось. Ну вот так смотрится вместе с лезвием. Ассистировать нам сегодня будет тоже немец, Big Blossik. Я его уже замочил. Лезвие по старой доброй традиции, как все станки новые для меня. Начнем с рапиры. Ну а там уже как попрет. Наверное, еще и финер зацепим, который опять же нам дал опасная бритва РФ. Приступим, помолясь. Давайте посмотрим, как работает крем. Так, ну немного, наверное, возьмем. Тут визуально пара сантиметров. Почему немного? Хочется посмотреть, ну не только экономичность, конечно, но и в принципе как работает крем при небольших объемах. Ребята, запах, чтобы вы знали, это, блин. Знаете, вот какой-то отголосок флорена есть. Но нет, флорена это, скажем так, вот он недорогой, крем флорена, но я про него никогда не скажу, что это дешевый. Нет, он именно недорогой. Но и запах, и работа, ну, блин, хорошая. А вот здесь вот какой-то отголосок есть, но всего лишь отголосок. На самом деле это какой-то альпийский замес. Это травы, это свежесть горного воздуха, это блеск снега. Вот знаете, вот прям вот как Эдельвейс. Вот что-то вот такое вот прям в голову идет, знаете, хрустальное, прям такое, прям звенящее. Чудесный запах. Просто обалденный. Да, собственно, и пенится-то тут, что намыливать, уже все. Ну вот, посмотрите. Так, еще жидковато чует, там все-таки водички маленько было. Эти 2 сантиметра превратились вот во что. Усы еще не стоят, воды, значит, много. Сейчас мы это все уберем. Но в объеме увеличилось знатно. Я точно знаю, что это не только на все бритье хватит, еще и останется. В следующий раз, пользуясь этим кремом, я бы не стал брать 2, взял бы 1,5, возможно даже сантиметр. Все, усики. Вот наши усики. Ну, Big Bloss здесь ставить одно удовольствие. Отлично, то, что надо. Я решил сегодня без пришеева, как-то вот так по настроению. Может быть, из-за косвенной информации, что станок не относится к разряду агрессивных. Укрывистость хорошая, но почему-то плотность крема я не вижу. И вообще нет. И пена спала. Не поняла. Что за фигня? Ее нет, ребят. Так, а может быть... А может быть это не то, что сбивает чашки? Может быть это то, что сбивает на лице? Так, стоять, Маруська. Давайте попробуем так. Ну, на лице уже лучше. Да, скорее всего, надо было сразу на лице сбивать. Ну вот вам урок номер 1. Этот крем в чаше не сбивают. Его наносят сразу на лицо. Ну, по крайней мере, в моем случае так. Так, чашу вообще убираем.
Богом. Ну, скажу вам так, станок не агрессивный, это правда. Ребят, ну не может быть, чтобы немцы вот выпускали такое. У меня какое-то такое подозрение, что я что-то не то делаю. Я допускаю, что с каждой продукцией есть какие-то нюансы. Может быть, я их просто не знаю. Ну вот, влага с помазка ушла, крем там еще остался. И вполне себе нормально. Еще на раз, смотрите. Ну понял, понял. Ну прямо я вам скажу, на удивление. Но, собственно, мнение об этом станке на рапире сформировалось. Давайте посмотрим, что он умеет с физером. Так. Вот эту жидкую порнографию мы с вами уберем сейчас. Вот так надо было с самого начала. Да, судя по всему, этот крем не для того, чтобы взбивать его в чашу. Но это не его поле битвы. Вот, сразу на лицо. Тогда вопросов вообще нет. Здесь можно и про укрылистость говорить, и про скольжение станка. Big Boss, конечно, работает. Это не синтетика, это не кабан. Это отдельное государство. Он сам по себе. Это. Вот. Его сравнить-то не с чем. Ни с синтетикой, ни с кабаном его не сравнишь. Те недорогие барсуки, которые у меня были, ну, конечно, они рядом не стояли. Это, скажем так, это вот уже элита из разряда некоронованный король. То есть это лимузин. Но он ведет себя как лимузин. Ну и на пасашок. Крем приятный, запах прям. Все готово. Дайте мне пару минут, сейчас я быстренько все приберу, и мы с вами продолжим.
Ну что ж, остался наш последний пациент. Автошейв. Не думаю, что он будет по запаху уступать своему собрату крему. И это предвкушение меня уже как-то, знаете, прям радует. Уж больно запах зачетный, прям такой ух. Оформление. Резиночка, чтоб не текло. Дозатор. Стекло. Все говорит говорит. Люди все эти моменты продумали. Вот так вот. Спиртовый, мой любимый. Мама дорогая. Как же он приятно-то отфигачил. Ух. Да он непростой. Знаете, это сандала, как такового сандала нет, но какая-то нота сандала есть, потому что перед глазами стоит, знаете, какое-то такое старое, многотысячелетнее дерево эвкалипта, его кто-то срезал, и вот на этом срезе муравьи там все носятся, а оно, знаете, аж янтарное все от старости, и вот этот вот запах. Кто на югах был, покупал вот эти срезы сандала, и там вот ходил, нюхал, вот какая-то такая вот нота есть. Но она фоном, она не центральная. Таким, знаете, вот мощным паровозом здесь какой-то вот лавр благородный. И причем не та лавруха, которую мы все с вами суп кидаем, а вот именно лавр с большой буквы. Вот что-то вот такое вот есть. Прям душевно. Таких запахов не встречал, ребята. Это не кулинарный запах, нет, несмотря на то, что я говорил про лавр, это благородный запах. Благородный и такой вот, как бы его описать-то? Древесно-альпийский, горный какой-то вот такой вот. Вот я бы не удивился, например, если бы приехали в альпийскую деревню и попали бы там на лесозаготовки. Да, звучит маразматично, кто же в Альпах лес заготавливает, но нет. Вы туда попали, дерево спиленное, вот оно пахнет, и вот этот весь фон альпийский разбавлен вот этим вот спиленным деревом. А травы тут снизу сидят и подсирают. Мы тоже пахнем. И вот этот вот ядреный букет, вот он замешан здесь и обалденный, просто обалденный. Ну и, конечно, он алкогольный. Любителям дрочевых напитков, дрочевых изделий нет, ребят, не рекомендую. Продирает, так знаете, знатных, по 10-бальной на 10. То есть вот лялечка, однозначно лялечка, это прям must have. Раз уж за Веледу говорим крем. Ребят, крем скольжения для бритвы. В моем случае получилось на 4,5. Все-таки бывало такое, что прям проскальзывало на кожу. Не могу понять, с чем это связано. То ли то, что я сразу его не разобрал на тулу и начал в чашке сбивать вместо того, чтобы на лице это сделать. Не знаю. Но это было все в начале. Потом вроде бы все стабилизировалось, устаканилось. Может быть из-за этого. Следующее. Стойкость пены. Стойкость пены на 3,5. В чашке он не держится вообще, а на лице держится не так, как держатся все остальные. Крема, мыло, неважно. Просто если ты его нанес, он нанес. Он с тобой встал, он с тобой стоит и он с тобой уходит. Вот это вот так должно быть. А здесь несколько иначе. Здесь он с тобой встал, с тобой стоит, потом, ну ты скоро. Так, заебался я тебя ждать. И все, все, нету. Прямо такого панического бегства в поле боя не доходило, но по итоге чувствовал. Возможно, я в нем не разобрался. Возможно, нужно еще что-то с ним как-то поработать. Но факт облицов. То есть вот такая вот канитель сейчас случилась. Если бы этот крем у меня был, он у меня собственно и есть, я бы им брился. Несомненно. И дальше будем бриться, может я его все-таки раскушу, что-то не то делаю. Когда бы он у меня кончился, вот и если бы меня прямо сейчас спросили, вот прямо сейчас я бы сказал, что я бы его покупать второй раз не стал. Нет.
Остальные крема, которые у меня были, они в этом плане не менжуются. Они, мужик сказал, мужик сделал, крем сказал, крем сделал. Вот этот что-то вот как-то вот я такого не заметил. А по запаху, ребят, 5, однозначно 5. Запах чудесный, просто это бомба. Ну, про Big Glossy говорить не буду, это матерый. Он пришел, он увидел, он намылил и нормально. Что касается станка. Ребят, когда я его впервые увидел, я не случайно, у меня мысль пробежала Slim. Да, конечно же, очевидное сходство есть. Стать, качество, уверенность, прекрасная балансировка. Вот это все можно сказать про этот станок. По агрессивности, раз уж все мы договорились, что теперь будем выяснять агрессивность всех станков, мне нужна какая-то точка опоры, чтобы с чем-то сравнить. Для меня ближайшее, парни, вы уж извините, если вам не подходит, но я по-другому никак. Для меня ближайшее это Progress Long, потому что я с ним пробрился не один год, и с первой, вернее, от нулевой до 4 позиции я на нем ходил. 4 позиция на нем это, пожалуй, что R11 голова. Моя норма, что я на нем брился, это 2-3 позиция. Так вот, если бы, допустим, мне завязали глаза и спросили, а вот что ты там как-то там, это Progress Long на 1 позиции. Однозначно на 1. Вейши нулевая, это 1, но он стоит на этой 1 уверенно. Конечно же, не стал бы я на нем бриться с рапирой вместе, потому что рапира там не подкачала, она свое дело сделала, но не было того шика, не было того блеска, знаете, по-гусарски, прям щах и шампанское, пум, пробка, нет. Она так чих-пык, 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 и как-то так вот поперла. Не было бы ни лезвия, я бы с рапирой все сделал, все было бы нормально. Но когда поставили мы туда физер, ребят, ну, так я вам скажу, что она запела. Она стала работать совершенно по-другому. И звон стал другой, вернее, даже уже не звон, а шелест. И пошла, и щетинка посыпалась. Могу ли я рекомендовать этот станок? Однозначно да. В нем нет ничего такого, чтобы можно было бы сказать, что фу, это что-то там, или даже не фу, а нет, ребят, тут нужно что-то разобраться. Был один всего лишь момент. Когда я брился, у меня голова заходила. Я не думаю, что она сама раскрутилась. Скорее всего, я ее не так закрутил. Вот сейчас вот ничего не раскручивается, все нормально. Да и там я тоже как-то так и дальше пошел. Я не думаю, что он будет сам раскручиваться, скорее всего, я его просто до конца не добил. Станок однозначно хороший, однозначно классный и однозначно качественный. В следующий раз, если у меня новички спросят, наряду с Физер Popular, наряду с 34-й HD головой, 23C, я бы, наверное, сказал смело и этот станок. Потому что для новичка, который опасается, что он может себе членовредительство устроить, вот это бы сработало прям замечательно бы сработало. Мало того, что он хорошо бреет, уверенно бреет, он еще и выглядит. Он выглядит, отмотайте обратно крупный план, посмотрите, выглядит он стопудово на 5. Так что станок замечательный, и немцы, Золинген, молодцы, постарались хорошо. Ну а что касается автошейва, ребят, да, он алкогольный, отлично, как по мне, так прям зашибись. Ребят, пленки-то нету. У меня просто кожа. Вот то, что вот у меня всегда на лице одето. Вот у меня сейчас эта кожа. Посмотрите. Он все убрал. Он все огрехи, даже вот которые я рапирой вот с этой стороны накосячил, у меня здесь вот красное пятнышко было. Ну и слегка-то, конечно, с легонца-то побольше было раздражение, чем с этой, потому что рапира таки рапира, а физер. Так посмотрите, здесь практически ничего не осталось. То есть он свою работу делает. Запах. Запах — это отдельная песня, очень сильное подозрение, что это связано с его начинкой, потому что, насколько я знаю, там начинка-то непростая, там всего понамешано, мама не горюй, там и доктора, там и медсестрички, там и профессора, там и тебя издобрят, и смаслят, и нет, ну масла-то, конечно, нет. Но факт тот, что он непростой, там чего-то много, я уже давно смотрел, не помню, но помню, что там оно было. И вот этот запах, ребята, он чудесен, его не с чем сравнивать. Вот. Если бы спросили меня, а что тебя вот по запахам торкает, прям вообще, первая латоха, однозначно, латоха меня выбивает из колеи, вот этот я бы назвал вторым.
не только как он зашел, но и своей еще необычностью. Он достаточно, настолько необычен, что вот его сравнить-то по запаху и не с чем. Вот буквально не с чем. У него свой отдельный, у него что-то персональное, у него индивидуальная личность. Вот у него это есть. Ну а про упаковку, ребят, я вам говорить не буду. Стекло, синее стекло, с аккуратной оранжевой резиночкой, не черной, не зеленой, не серо-буро-малиновой, а вот именно оранжевой и белая пробочка. Так и посмотрите, как это все смотрится вместе. Это смотрится. Вещь. Однозначно вещь по 5-бальной 5. Кто думает брать, не брать, берите. Берите, даже париться не будете. На этом разрешите с вами попрощаться. Густой вам, вкусный, душистый, запашистый. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну а если припрет кого-нибудь, как Дмитрия приперло и стихи написал, ребят, не стесняйтесь. Я в молодости сам этим страдал. Но сейчас уже, к сожалению, заулетела. Вернуться забыла, что-то я там с ней сделал, может ухлёстывал по молодости, она и приревновала, так что всяко может быть, но вы не стесняйтесь, не держите внутри то, что у вас есть, там очень много хорошего, пускай люди тоже увидят. Пока-пока, с вами был я, Вадим.